Денис Пушилин обратился к мужскому населению ДНР и призвал всех, кто способен держать оружие в руках, встать на защиту Донбасса. Он также отметил, что пока народной милиции и вооруженным силам удается сдерживать натиск ВСУ. За минувшие сутки, по словам Пушилина, украинские военные выпустили по неподконтрольной территории Донецкой области десятки снарядов и мин. Огонь также ведется из артиллерии и танков. Вооруженные формирования Украины обстреливают Зайцево, Гольмовский, Горловку, Веселое, поселок Шахта Трудовская, Старомихайловку, Еленовку, Сигнальная, Октябрь, Петровская, Новоласпу, Коминтерново, Саханку. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией. Стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем. Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие. Встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Также, по словам Дениса Пушилина, спецслужбы республики смогли пресечь несколько терактов, запланированных украинскими диверсантами. Глава ДНР сообщил, что эвакуация гражданских в Ростовскую область будет продолжаться. Ребят, всех приветствую. Сегодня будет такое видео необычное про Донецкую Народную Республику, то что буквально пару дней, может, назад украинская армия пыталась произвести химатаку на Донецк. На Донецк, там, на Луганск был создан отряд в специальных костюмах химзащиты. Они попытались это все дело, так сказать, сделать провокацию. Сегодня будет речь, будет ролики, вы посмотрите ролики. Будет человек рассказывать. Сегодня бы я хотел затронуть такую тему. Прежде чем затронуть данную тематику, хотел бы людям немножко, так сказать, вот, ребят, США, да, формально президент Америки ничего не решает. Президент Америки ничего не решает. Решает только масоны. Всем это известно, да? Масоны. Была пару дней назад проведена атака, химатака на Донецкую Народную Республику. Но атака эта была прекращена. Есть видео в интернете, можете сами это все посмотреть. По новостям, конечно, это не показывают. Это печальная новость. Жители Донбасса полностью эвакуированы. Но сегодня суть о том. Именно про американскую гегемонию хочу рассказать вам. Про американскую гегемонию, да. Именно то, что в США эти гейские парады. Ну, не только гейские парады, то бишь у Макрона там жена трансвестит. Я не знаю, насколько это правдивая информация, но то, что в последнее время происходит в США, именно правительство Соединенных Штатов Америки, это нацисты. Это Четвертый Рейх, по сути. Именно все правительство Соединенных Штатов, оно поклоняется нацистам. У них там своя есть религия, своя. Я об этом осведомлен. У них своя религия есть там. Они поклоняются немцам.
кто знает историю, тот меня поймет, да. То, что США нужна война, США нужно погасить долг. А этот долг можно погасить только, если будет война. Больше США никак этот долг перед бюджетом не погасит. Дорогие друзья. Вот так вот. Мне будет интересно почитать ваши комментарии, что вы про это, в принципе, вообще думаете, да? В принципе. Я против Америки, как бы, да? Против правительства Соединенных Штатов. Мне это, в принципе, не нравится, какую они сейчас политику проводят. И то, что я скажу, США это нацисты. Именно правительство. Это ни в коем случае не затрагивает простых жителей, граждан США, а именно отношения против правительства. Против правительства Соединенных Штатов Америки. Верно вы говорите? Да, ребят, верно. США, правительство, Пентагон — это Четвертый Рейх. Это новая Германия, я бы так сказал. Что там проводятся вот эти всякие гейские парады. Я это сам видел, то, что и на Украине это происходило. Сейчас будут ролики, вы послушаете. Я против США, то, что они суют свой нос не в свои дела. Как бы, да, ребята, и мне просто интересно почитать ваши комменты будет. Что вы об этом думаете? Ой, что-то я много сделал. Отлично, поставили сюда. Так. Сделаем определитель сюда. Сделаем определитель сюда. Строим пару штук. Построим вот таких. И в первую очередь то, что США хотят объявить в Россию врагом номер один. Это самое что интересное. Россия враг номер один США. Да? Я просто на место Путина бомбанул бы ядерной ракетой. И все. И дело с концом. Да? США это Третий Рейх. То есть Четвертый. Ребята, я сегодня вот такую идеологию выскажу, а вы уж сами думайте, соглашаться со мной или нет. В комментариях. Отлично. Так. Построим-ка мы еще научный центр. И еще раз утверждаю, я вам прямо говорю, что США это враг всей планеты. Именно само правительство, вот это гнилое, да, то, что Америку заметает. В Америке землетрясение, погода. Потому что планета Земля сама видит, кто враг. Это враг правительства Соединенных Штатов. Вот эти геи, они поддерживают это гей-меньшинство. США поддерживают гей-меньшинство. И это паразитирует вообще, не знаю, общество, социальную сеть. Я вам скажу так, США это Четвертый Рейх. США это Четвертый Рейх. Ребята, это только начало. Будет война. Я, конечно, не хотел, чтобы была война, но война обязательно будет. Обязательно будет. Пишите комментарии, что вы думаете по данному поводу. Мне будет интересно посмотреть ваши комментарии. Очень интересно посмотреть. Ну, от США надо избавляться. От США, в принципе, от политики, от их гегемонии надо избавляться, ребят. Это несерьезно. Это несерьезно. Надеюсь, вы меня поддержите в комментариях, да? Поддержите в комментариях.
Еще раз говорю, у меня все планы есть на основании, то, что США нужна война чужими руками. Они не хотят сами втягиваться в войну с Россией, но они хотят развязать, то бишь, чтоб, которые прибывают в Украину наемники, вот с помощью этих наемных армий, которые туда прибывают, развязать войну с Россией чужими руками. Чтобы США, главное, в этом не участвовал. США это правительство США, враг номер один, все политики, Джейн Спайки, остальные, Борис Джонсонс, вот эти все, это паразиты планеты. Полностью НАТО, это паразиты планеты. Полностью, я говорю, обоснованно, это паразиты планеты, ребят, НАТО. Сейчас вы увидите там в конце кадры интересные будут, да? Посмотрите. Это паразиты планеты. Пишите комментарии, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы переходим к следующему ролику. Не знаю, будете вы со мной согласны или нет, но переходим в следующий ролик, послушаем ролик, что человек скажет. И надеюсь, вы со мной согласитесь. Будут подобные темы, если вам такие темы нравятся, что в США правительство это враг номер один, да, и то, что гейские парады проходят по всей планете в НАТО, даже в США, в армии США, мужики ебутся в жопу. Это не факт, ребят, это реальная правда. Переключаемся в видео, надеюсь, будет интересно. Поддерживайте подпиской, лайком, колокольчиком. А мы переносимся в следующий видеоролик.